номер 8, номер 30, и номер 11. Друзья, добрый вечер, добрый вечер. Как вы обратили внимание, сегодня у нас 30 ноября 2024 год. Это видеотрансляция на моем контенте «Рулетка и мы Сердце Лайв». Как я и обещал, сегодня я расскажу вам о новой скорости. Мы сегодня знаем, что есть скорость 1100 км в час, и мы его прикрепили за теннисным шариком белого цвета. Также мы знаем, что есть скорость 901 км в час, и закрепили мы его за желтым теннисным шариком. И сегодня я покажу вам новую скорость. Секундочку. Вот молоточек. Видите, сколько скоростей? Во! Но прежде давайте посмотрим домашнее задание из 6-й практики. Прежде спасибо за вашу активность. Вот несколько комментариев. Это ваши ответы на домашнее задание из 6-й практики. А задание было такое. Какая начальная скорость была у шарика, когда он остановился в номерах 17, 11 и 17? Два ответа 1100 км в час и один ответ 1500 км в час на номер 11. Посмотрим, что было на самом деле. Номер 17. Начальная скорость 1100 км в час. Шарик подвис, но тем не менее, номер 11. 1100 км в час. Номер 17. Еще раз. 1100 км в час. Как мы видим, первые два мнения правильные. Еще раз спасибо вам за вашу активность. Прежде чем я вам покажу новую скорость, давайте закрепим скорости, которые мы уже знаем. Если я после броска показываю на теннисный шарик белого цвета стрелкой, соответственно, начальная скорость была у шарика 1100 км в час. Если я показал на теннисный шарик желтого цвета, значит скорость у шарика была 901 км в час. На какие-то броски я буду показывать ставки в поле, в треке. Продолжим эту серию. Табло. Может быть, какие-то объяснения буду делать. Ну, такая, как говорится, оптимальная ситуация, когда вы приходите в казино, вам же никто не шепчет на ухо. Но, тем не менее, буду вам подсказывать какие-то моменты, а так пробуйте сами определять скорости, которые
мы уже знаем. И если я запущу шарик уже знакомой вам скоростью, то я вам ее покажу. А так буду использовать разные скорости, чтобы вы уже начинали привыкать, что скоростей много. Напоминаю, что мы сейчас рассматриваем только скорость шарика. Диск пока не трогаем. Пробуем. Напоминаю, что есть два типа броска. Открытая рука, вот сейчас был спин, открытая рука и закрытая рука. Это тоже имеет значение. Ну, то, что я и хотел, но просто думаю, посмотрим, как он ляжет. 11. Это была скорость начальная 1100 км в час. Проверьте себя. Номер 26. Эта скорость была, конечно же, быстрее, чем 1100 км в час. Но мы сыграем все-таки повтор в районе 0. Да, и оказались правы. Итак, номер 19. Я напоминаю, что я поставил 3 соседа, выбрал зону 0. Это золото, и крайне это бронза. Выпал номер 19. В принципе, это практически рядом с 0, так что замечательно. Есть и такие скорости. Обратите внимание, это был спин, закрытая рука. Скорость намного быстрее, конечно, чем 1100 км в час. Это я уберу. И вот на таких бросках, конечно, лучше играть все-таки соседями 4, я так думаю. Сейчас я вам покажу. Потому что, конечно, вращение очень мощное, очень мощное. Номер 34. Я думаю, что все-таки в этом случае надо, конечно, играть 4 соседями. Сейчас я вам покажу это фото. Вот, обратите внимание, это соседи, только в полколеса. Я также поделил на 8 зон, на 8 зон. И вот 0 надо играть 3, 15, 25, 29. Запомните вот эту фотографию, может быть, перепишите потом, если у вас нет полколеса соседей, потому что я ранее, по-моему, не показывал. Имейте в виду, вот это вот вы закрываете в полколеса, вы закрываете 4 соседями. Также 8 зон, только не... Раньше я показывал 3 соседа, а это вот 4 соседа. Запомните это. Это полезно. Иногда менять. Все-таки пусть поставите чуть-чуть побольше, поставите, но зато больше шансов. Все-таки вы закрываете 19 номеров. Только в зоне 10, вот внизу, посмотрите, вот здесь вот, вы закрываете 18 номеров, потому что 23-24 немножко сужено. Когда 2 маленьких номера удваиваются. Продолжим. Он даже перекатился в 17. Сейчас уберу. Хотя лежал в 34.
Спин был открыта рука. Это была вот эта скорость, 901 км в час. Номер 9. Эта скорость быстрее, чем 1100 км в час. И мы сыграем с вами зону 10 тремя соседями. И немножко здесь. Я закрыл тиер. А он прям в повтор ушел. Видите, мы чуть-чуть не достали. Хорошо. Я оставлю эти 3 соседа и поставленным броском добью в зону, которую я перед этим выбрал. Я выбрал зону 10. Вот я сейчас поставленным броском сыграю именно в этот район. Пробуем. Скорость, конечно же, быстрее. Вот я все это оставил и сыграю еще и тиер. Еще единичку прибавлю. Итак, я сыграл, у меня прям сыграл золотой сосед, то есть как бы определяющий эту зону. Это был сосед 10, 36, 1. У меня сыграло в поле то, что я поставил. И, соответственно, сыграли в треке устная ставка. Замечательно. Так, продолжим. Это уже уберем. Эта скорость, конечно же, быстрее, чем 1100 км в час. И я вот сыграю опять повтор. 24. И сыграем узко. Вот так, чуть-чуть буквально. Посмотрим, упадет он, повтор. К сожалению, он проскочил. Жалко. Ничего, продолжим. Ну, сделаю заключительный бросок, то у нас табло уже как бы заполнено. Опять же, я сейчас сыграю мощным броском с хорошим вращением диска, с сумасшедшей скоростью шарика и сыграю опять зону 10 поставленным броском. Посмотрим, как это у меня получится. Я сыграл левой рукой, показать, что опытные дилеры одинаково владеют броском как и правой, так и левой рукой, хотя вы знаете, что многие и люди, игроки правши, а левый не всегда это у них получается. Но в данном случае посмотрим, как это у меня получилось. Зона 10 я играю. Вот видите, он прям упал в номер 8. Это как раз, обратите внимание, сыграл у меня опять золотой сосед. Замечательно. Скорость была шарика бешеная. Хорошая активная скорость диска была. Номер 8. Итак, друзья, как я и обещал, мы сегодня, точнее я вам покажу сейчас новую скорость.
Внимание, это ответственный момент. Все-таки это уже третья скорость. Напоминаю, что мы знаем, что есть скорость 901 км в час, есть скорость 1100 км в час, а сейчас, внимание, вот они, красавцы. Конечно же, я знаю, какой я возьму шарик, и мы ему присвоим скорость. Внимание, я беру теннисный шарик красного цвета. И у нас с вами новая скорость. И у нас с вами новая скорость. А какая скорость, я вам расскажу в следующих практических занятиях. Но эта скорость мы уже обозначили. Красный цвет. Я думаю, вам будет интересно. Но пока просмотрите внимательно предыдущие все броски. Потренируйте еще обязательно те скорости, которые я показывал. Потому что с каждой новой скоростью определить будет сложнее, потому что чем больше скоростей, соответственно, а тем более, что если вы будете играть после броска, как вы будете определять скорость вращения шарика? Только после броска на первой секунде, напоминаю, что мы сейчас разбираем только скорости шарика. Напоминаю, что я играю средним шариком. Его диаметр 21 миллиметр. Это оптимальный размер шарика для игры. Он удобный и на любой скорости хорошо отвлекается, держит прижимная сила хорошая. Напоминаю, что сегодня у нас 30 ноября. В самом начале я эти номера вам подбросил, скажем так. Ну, поставленные броски использовал, поэтому как бы это не было для меня чрезвычайно тяжелым. Хотя, конечно, сыграть даже повтор это очень-очень непросто. Друзья, я вам желаю вот в эти предновогодние уже недели, конечно же, здоровья, побольше сил, активности. И до новых встреч. Спасибо, что мы были вместе.